Первая работа, на которую стоит обратить внимание, она на самом деле, мне кажется, супер простая. Здесь вся мелочь идет как раз в анимации. Не просто линейный переход, либо с одного кадра на второй, когда мы переходим, это не просто, вот, знаете, как бы вот стало и было. Если мы берем какой-нибудь Figma прототип, но там вот эта часть видно с задержкой. Тут надо обратить внимание, что аккуратно работается история с задержкой. Это очень-очень важно, потому что в этот момент создается вот это богатство. Очень часто дизайнеры совершают ошибку, когда они просто делают линейную анимацию и из пункта А делают в пункт Б, просто все появляется и все. Без задержек, без ощущения и так далее. Обратите внимание, как в начале на текст накладывается аккуратно блюр-эффект. Он, на самом деле, создает такое некоторое богатство. И в этом плане это тоже хорошая работа с мелочами. И вот если дизайнер видит эти мелочи и может их повторить, я считаю, что это уже примерно middle уровень, как минимум. То есть просто взять, повторить в один, и вы сразу же разберетесь, как это работает. Сегодня мы посмотрим с вами 10 прикольных работ, которых надо отметить для начинающего дизайнера, для того, чтобы из джуна превратиться в мидла. Я бы такого человека бы нанял. Поехали! Следующий пример. Если обратить внимание, что само приложение довольно хорошее, контрастное, богатое, очень приятные цвета и хорошая иллюстрация. Да, оно создает некоторое ощущение, что вот оно максимально rich, максимально богатый, дизайнер очень много чего поработал. Но если смотреть на мелочи, которые я хочу вас обратить внимание, посмотрим, например, на фон. Это не просто однотонный фон. Наверху аккуратно располагается аккуратный градиент, который аккуратно переходит и создает некоторое богатство. Во-вторых, сама иллюстрация. Первый баннер, который аккуратно переходит, и в этом плане он создает вот эту, скажем, бесшовность. Потому что очень часто, когда мы работаем с шапкой, либо со статус-баром, есть вот этот переход, он довольно жесткий. Здесь как бы даже вот верхний островок плохо заметен, потому что он на черном фоне и аккуратно переходит. Как бы создавая вот такие эффекты, на самом деле вы добавляете глубину. Это тоже очень хороший лайфхак. Само выравнивание, цветовая часть, выравнивание отлично, все аккуратно стоит на своих местах. Можете вот обратить внимание. Цвета подобраны очень-очень приятно. Если вы на самом деле хотите просто взять какой-то концепт, рекомендую. Берете нечто похожее, на что вам очень приятно смотреть, выдираем оттуда цветовые части и их закладываем для нашего будущего прототипа концепта. На самом деле это уже хорошо, и если у вас нету реальных проектов, или есть проекты, которые, стыдно показывать по той или иной причине, ничего не вижу плохого в рамках портфолио использовать как раз нечто похожее. Потому что в любом случае это будет ваша работа с мелочами, с цветом, с сеткой, типографикой и так далее. И да, таким образом вы показываете вашу специализацию. Показываете ваш уровень. На что стоит обратить внимание, когда мы смотрим на саму анимацию, что перед тем, когда она запустилась, проработала хорошо история в поиск. Это хороший пример завладеть фокусом и обратить внимание, потому что если все 6 элементов начнут анимироваться, будет какая-то каша. А здесь мы отчетливо понимаем, взяли самый, мне кажется, простой пример, потому что мячик бьется об ракетку, и таким образом это легко можно заанимировать в какой-нибудь AI-инструмент. Сама анимация скролла тоже надо обратить внимание, как очень хорошо переходит. Хотя здесь есть небольшой баг. Если вы обратили внимание, то в момент перехода как раз ракетка очень резко изменяется. Это, видимо, какой-то либо баг, либо глюк, но обратите внимание. Что очень хочется отметить, что очень здорово, то что как раз текст наезжает на саму иконку, они как бы схлопываются. Слева, конечно, если обратить внимание, то как появляется, уходит дининг, конечно, хочется, на самом деле, чтобы он сначала встал, и когда уже прилетает домик, что уже его закрывает через маску. Я думаю, что так было бы еще лучше, но даже сейчас, если вот вы можете нечто похожее повторить, это для вас будет супер-супер классно. И следующий пример. Вот мне кажется, супер простой пример, нет ничего какого-то сложного, аккуратно сделано вьюерской, весь текст аккуратно разложен таких, скажем, в боксы. И все аккуратно выровнено слева. Есть понятный заголовок. Он не кричит, он небольшой. Он просто отмечает, про что данная ячейка, аккуратный текст. То есть вот то, на что на самом деле многие дизайнеры очень часто валятся в своих работах. Потому что происходит очень много контраста, очень много каких-то доп. Элементов, хотя они на самом деле не нужны. Здесь и так все плюс-минус понятно. Здесь очень достаточно воздуха
в каждой из этих ячеек, и это на самом деле плюс. На что стоит обратить внимание, это то, как они, конечно, постепенно появляются. То есть если это задержка, она появляется не просто, она появляется через scale. И еще обратите внимание, на самом деле, что там есть этот эффект bounce, такой небольшой. То есть он не просто пришел и появился, он так немножко отреагировал. То есть это когда вот мы кидаем мячик, и он прилетает, и он еще как бы движется. Вот этот небольшой эффект, он есть, и он, на самом деле, создает очень хорошее вот богатство. Обратите внимание, что заголовок стоит по центру, и вот здесь как бы очень хороший пример, что сделать можно, потому что верхний элемент, как раз который анимируется изображение, он стоит по центру. И он создает композицию. И, конечно, эта композиция легко подчиняется ниже всей таблицы. Таким образом, мы получаем обычный такой домик, и это стандартная композиция. Так можно, ничего в этом плохого нету. Такую здесь ошибку можно совершить. Все часто рекомендуют, что лучше использовать меньше текста, там, в заголовках и прочее. Но вот здесь, мне кажется, хороший пример того, что заголовок из одной строчки будет выглядеть гораздо хуже, потому что он потеряется. Он будет между двумя очень большими блоками, массивными. Один из них — это блок таблицы, вот эти как бы ячейки, и вторых — это уже такие изображения, которые состоят из трех вещей. И вот в этом плане одна строчка будет похожа, знаете, на масло между колбасой и хлебом. Так можно, но всегда в этот момент рекомендуется использовать две строчки как минимум, потому что он создаст в деле заметность. Он будет более заметный, он будет такой якорным. И в этом плане, как бы, мне кажется, опять же, здесь очень хорошо подобран слова и строчки так, что он превращается в такой нормальный кирпичик. Такой добротный кусок масла. И это тоже плюс, на самом деле, такая небольшая мелочь, которую очень часто дизайнеры не видят, ошибаются, и получается композиция, но она слабая. В этом плане это прям good. Идем дальше. Снова Airbnb. Опять же, если мы посмотрим на все ячейки, они максимально чистые и понятные. Это мы уже разобрали в прошлом примере, и это плюс. Здесь хочется отметить, на самом деле, очень тоже простую анимацию, по которой почему-то многие дизайнеры совершают глупую ошибку, но если ты можешь повторить, сделать, мне кажется, и ты будешь обращать на это внимание в своих примерах, ты будешь выделяться, потому что вот за счет таких маленьких мелочей, создают очень хороший опыт. Как бы вот мы любим, когда приходим в любой сервис, там, не знаю, в кафе, в ресторан, мы очень любим, когда все мелочи стоят на своих местах, что персонал очень внимателен, он видит, когда вы хотите пить, когда вам нужна вилка, либо салфетки. И вот это, на самом деле, мне кажется, вот анимация — это просто вот умение показать очень хороший опыт, когда у вас UI и UX уже на хорошем уровне. Во-первых, появление кнопки. Кнопка изначально ее нету, и когда она появляется, она создает опять же этот эффект, такой небольшой бонус. То есть она не просто прилетела, прилипла и все. Как бы она не появилась из низу, она появилась из как бы скейла, и оно как бы есть ощущение до конца, оно небольшое, но на самом деле оно создает очень приятный эффект. Дальше эта кнопка превращается уже в другую кнопку. И здесь на самом деле есть небольшой баг, который, честно говоря, меня немножко подбешивает. Это то, почему сам текст уходит в opacity, хотя на самом деле он мог улететь. Как бы в этом плане было бы чуть-чуть проще. Улетает наверх один текст, другой текст прилетает снизу, и в этом плане оно будет более гармонично. Но ребята выбрали почему-то такой эффект, как бы окей, но можно сделать лучше. Верхний текст, на самом деле, мне тоже кажется немножко косячный, потому что он как-то внезапно появился, а вот нижний текст, на самом деле, можно обратить внимание, как он аккуратно проходит и подчиняется той анимации, которая происходит с кнопкой. Кнопка разжимается, она становится менее округлой, меняет цвет и появляется новый текст. И вот в этом плане стоит обратить внимание, насколько это аккуратно происходит и синхронно с тем, что внизу. То есть вы как будто бы вас протащили и через пункт А в пункт Б, и он стал максимально понятный, он стал максимально приятный, потому что в этом плане все очень гармонично. Знаете, такой как синхронное плавание. Следующий пример — это button sheet. Мне кажется, стандартная штука. Очень часто дизайнеры, работая с ним, совершают ошибку, повторяют какой-то поп-ап. На самом деле это не поп-ап, это совершенно другая вещь. Она более богатая, она всегда размещается внизу, и мне кажется, с ней очень легко работать. Первым делом, на что мы обращаем внимание, это на переход. Как бы дизайнер, рисуя артборды, очень часто забывает, что между артбордом 1 и 2 есть какой-то процесс.
есть какая-то анимация, взаимодействие, как-то переход. В этом плане, мне кажется, хороший пример показывается, что изначально был один пример, и переходим к следующему состоянию, и он проходит, мне кажется, очень естественно. Он происходит через небольшую анимацию, да, полная заливка, но она аккуратно идет. Как будто бы здесь даже в конце работает такой некоторый easy out, потому что он аккуратно долетает по уголкам. Сам текст, который есть, он на самом деле начинается от середины, обратите внимание, и переходит наверх через opacity, довольно стандартная часть для того, чтобы не шуметь в самом начале. И в конце, когда уже анимация доходит до своего конца, внизу вылетает иллюстрация, которая является одной из главных, потому что она в этот момент является главным персонажем вашей истории. И у нее повторяется анимация небольшая, то есть обратная, что она прилетела и подскочила, и после этого уже появляется внизу дополнительный контроль. И все время, что происходит на экране, этот элемент постоянно идет, потому что процесс идет. Это тоже очень важно понимать каждый раз. Когда мы ждем какую-то штуку, мы можем делать какой-то пиннер, лоудер, который показывает. Но здесь как раз это обычное движение, которое очень легко зациклить отдельным символом в фигме. И что происходит дальше? Дальше, если вы посмотрите, сам этот блок опускается ниже, кнопка исчезает, и знаете, это как будто пружинка. То есть мы ее отжали, ждем, и она полетела. И в этот момент происходит следующий переход. Конечно, сделать в фигме такую часть самому, чтобы прокликать было сложнее, но показать это в рамках скринкаста, мне кажется, очень-очень просто. Поэтому обратите внимание, что переход не делается просто так. Он находится в определенном моменте, и вот после этого происходит взаимодействие. Это, опять же, показывает ваш уровень, если вы видите, как надо делать такие вещи. Сам переход выглядит очень киношно, через такую небольшую маску с glow-эффектом. Не осуждаю. И все элементы уже спокойно расстаются на своих местах. То есть это такой некоторый лайфхак. Если вы уже до этого использовали один способ, то сейчас вам нужно перейти, по сути, убрать эту часть. И в этом плане самый простой вариант — это использовать маску. Либо начнет опустить, поднять новый, но это всегда менее приятно. А тут как будто бы вы как раз, знаете, как будто бы вы взяли плед, накинули на ящик, подождали, убрали его, вот что-то произошло. И даже здесь, если вы обратите внимание, да, появляются карточки, но появляется основная карточка, а потом аккуратно доходит оставшееся, что есть. И это на самом деле, мне кажется, супер классно. В конце, конечно, можно всегда добавить хаптик, он создается ощущение, что мы закончили, и это очень маленькая мелочь на самом деле, но если мы ее начнем разбирать дотошно, как она работает, и можем это повторить, вы классный дизайнер. Обратите внимание, кажется, что этот стиль, стиль, который здесь есть, это очень похожий стиль у Duolingo, такой псевдо 2 3D. И вот здесь, на что стоит обратить внимание, что да, все очень гармонично, классно. Верхний текст all set, и внизу он потерялся, его хочется немножко опустить, потому что он даст больше воздуха сверху и будет больше коннекции с тем, что внизу. Но что очень прикольно, что вот этого ботом щита внизу есть аккуратная тень. Это на самом деле, мне кажется, очень классная штука для всех продуктов, которые делают нечто такое псевдо 2 3D. И вот это, мне кажется, очень прикольный лайфхак, потому что когда у нас черный фон, то есть, мне кажется, в самой фигме это будет не очень заметно, потому что там просто артборд и все. Но если вы это показываете уже непосредственно в макапе, либо вы показываете на устройстве, вот этот эффект, он, мне кажется, супер создает богатость. Это кайф. Но интересно, где здесь, кстати, стандартный контроль полот. Напишите в комментариях, что думаете. Следующий пример — это Apple Wallet. Сам текст, все очень спокойненько, цвета чистые, это кайф. Обращаем внимание на то, как работает анимация, потому что такую анимацию, мне кажется, в принципе, можно повторить, либо даже с помощью AI повторить в каком-то прототипе. Разбираем анимацию. Все элементы по очереди появляются через такой небольшой скейл, и это прикольно. Вот в этом скейле добавлен аккуратный блюр, чтобы он был более, скажем так, естественным и меньше шумел. И цифры на самом деле немного двигаются. То есть они не перещелкиваются, они через этот блюр аккуратно происходит переход разным, потому что, чтобы показать некоторую не статичность, а богатство. И он как будто перебирает, потому что в этот момент он расширяется и показывается. И уже в конце легко сейвится, первые 4 цифры пропадают постепенно слева направо части. И, мне кажется, создает
просто тоже очень классный, богатый вид, хотя, видите, сам экран максимально простой. Если бы дизайнер показывал первый экран просто так уже собранный, ну и чё? А тут вот есть вот эта история, аккуратно продуманная часть, и это на самом деле выделяет любого джуна от мидла. Даже, возможно, от сеньора. Хотя сеньор, наверное, бы сам придумал бы, как это работает, а вот мидл может легко это повторить. Ну и, опять же, на что я всегда в этом видео обращаю внимание, идет все последовательно, все не повторяется. То есть, если это небольшая задержка, начало идет первый, потом второй, потом третий блочок, и таким образом он создает некоторое богатство. Вот, ты можешь проследить, что он постепенно заполняется, как это происходит на самом деле в жизни. И вот уже потом, как бы начиная с нижнего блока, он перекрашивается в цвет карточки, которая будет, как бы она появляется через обычно опасность. На самом деле нет вот ничего такого супер, знаете, типа, там, гениального, то есть это не какой-то переход. И готово. И вот все карточки уже спокойно лежат как надо. По-моему, это отлично. Вот, а потом они переходят вниз. Опять же, есть какая-то задержка. Видите, что как бы расстояние между карточками увеличивается, то есть он как бы запаздывает. Уходит вниз, добавили небольшой блюр, как бы создать эффект динамики. И уже после этого сверху аккуратно появляется кружочек, в ней рисуется done. Все готово. Повторите. Вот разобрали, повторили, сделали, прокачались. Вам не надо готовых, там, не знаю, продуктов из бигтеха, откуда-то еще. Вы просто можете взять какую-то простую штуку, добавить все мелочи, показать, что вы любите то, что вы делаете, вы это умеете делать, вы обращаете на эти мелочи внимание, как бы все, ваш скилл сразу же повышается, ваш грейд, ваше портфолио улучшается. Для этого просто нужно взять и повторить. Как бы показать, что вы это умеете. Не умеете, повторяйте. Просто взяли раскадровочку и давай аккуратно двигать. Пока вы будете думать, как это делать, будете искать в интернете, в AI, как бы вы будете прокачиваться той же фигме, чтобы повторить этот эффект. Это на самом деле то, что современный дизайнер разучился делать. Дизайнер мог бы повторить и показать мне это в портфолио, я бы нашел бы ему место для того, чтобы нанять. Следующий Duolingo. Очень прикольно. Во-первых, работа с цветами. Она очень приятная, синхронизирована. Как бы на что стоит обратить внимание, что да, есть вот эта повторяемая луп-анимация наверху. Ее можно рассматривать, что там просто в одних и тех же местах появляется вот этот фейерверк. Ничего супер такого нету. Но тут на самом деле очень просто. Во-первых, хорошая история с композицией. Все по центру, аккуратно. И вот тут с одной стороны, 3 разных текста, 3 разных стиля на каждую строчку. Это, конечно, подбешивает. С другой стороны, 2026 это уже не такой, как текст, это какая-то композиция, которая относится к самой птице. То есть, как бы, считать его прям заголовком я бы не стал. Но она, правда, обращает внимание, она создает вот этот треугольник. И вот тут я бы смотрел бы, на самом деле, на интерляж, и за счет него уменьшал бы расстояние между заголовком и самим текстом. Но они все это разбили. Да, так можно, но это не вау, но это нормально. Здесь, мне кажется, показывает пример максимально простой анимации. Смотрим по кадру. Во-первых, появляется блок. Он появился весь, без задержек, без всего. То есть это не Apple, он появился, это плюс. Он появился серым. После чего происходит уже анимация каждой этой иконки по очереди, показывая некоторые такое, типа, обратите внимание. Первый пункт, второй пункт, третий пункт, четвертый пункт. И вот, мне кажется, вот такой пример тоже очень хороший, он аккуратно идет, он не просто появляется цветом, добавлен элемент, который создает некоторую магию. Это тоже очень важно, потому что вы должны как-то подсказывать, вот, что происходит, за счет чего это все есть. Это на самом деле облегчает пользователю в голове понимание на самом деле, что, ну вот, типа, показали кайф. То есть вот эта секундная анимация, она на самом деле также немножко продумана. Она показывает вам, что происходит, и это плюс. Обратите внимание, что внизу как будто бы какая-то птичка что-то пытается вам сказать. Ну вот сами кнопки, конечно, появились максимально, мне кажется, отвратительно, просто есть и все. Но видите, как бы вот если вы сможете делать лучше, сможете найти работу куда проще. Если вы ни разу не пользовались крафтом, рекомендую использовать, потому что ребята, мне кажется, относительно дизайна и визуала делают очень прикольные разные штуки. В нем простой пример, что даже вот в обычном лупе, который появляется, отмечается, вот есть вот эта небольшая задержка. Вот. Я бы даже сказал не задержка, а вот этот баунс. И вот он максимально аккуратный, то есть его немного, то есть когда ты его просто смотришь текст, его особо нету, но когда ты делаешь какие-то, мне кажется, резкие движения, они как раз появляются. И вот опять же, это мелочь.
Но об этой мелочи кто-то подумал. То есть это не просто как бы на все, это вот на определенные действия. Ввел нормально, делал резко, резко произошло. И вот, опять же, простой пример, максимально маленький. Дизайнер может показать в 2 экранах, как работает выделение. И он такой, ну, сделал, окей. Просто. А если он подумал, показал, запрограммировал, он уже хороший специалист, который сейчас очень ценный. Следующий пример. Shazam, опять же, очень хорошо работает с градиентом. Очень какая-то интересная кнопка внизу слева. И это, ну, плюс. Странно, что потерялся кнопка крестик, потому что за счет того, что вот этот блок вообще не виден, он все черное на черном и прочее. Там, наверное, была какая-то подложка, но мы ее не видим, потому что контекст. Но крестик, правда, потерялся. Вот. И внизу синий цвет, конечно, на самом деле выглядит максимально отвратительно. Есть, опять же, небольшое пульсирование, оно понятно, это главный элемент. В целом, это какая-то база. База для обычного мидла. Как бы, если вы хотите джуна превратить в мидл, пожалуйста, это обычная база. Большой элемент, надо, чтобы он как бы не стоял прикопан, потому что с ним можно повзаимодействовать. Он должен что-то делать. Есть аккуратный задний фон, он также может делать какой-то эффект параллакса, он может создать какую-то динамику, он бы как раз обогащал бы. И все. Сам текст аккуратно уходит вверх, уходит в opacity, второй появляется на его место. Максимально быстро, четко, кайф. Ничего больше не надо. То есть это, мне кажется, какая-то простая вещь, и вы можете смотреть, ну, блин, так это все просто. Да, просто, но почему-то 90% ребят так не делают. 95, 97.